Бывают моменты, когда будто сама Вселенная берет правосудие в свои руки. В таких случаях остается только сказать: ну вот, карма сработала. Ее принцип прост и неумолим. Чем наглее поступок, тем зрелищнее расплата. И особенно в США, где камеры наблюдения и смартфоны превращают улицы в гигантскую съемочную площадку, у кармы просто нет шансов остаться за кадром. Здесь каждый конфликт может запросто превратиться в наглядное пособие по тому, как не стоит себя вести. Давайте рассмотрим самые яркие случаи мгновенной кармы на просторах Соединенных Штатов Америки. Камера «Мотор. Штраф». На одной из оживленных трасс Коннектикута произошел вопиющий случай. На сужающемся участке шоссе водительница автомобиля Honda совершила опасный обгон, подрезав мирно ехавшего мотоциклиста и вытолкнув его на встречную полосу. Мотоциклисту чудом удалось избежать столкновения, и он знаками попросил нерадивую водительницу уступить ему дорогу. Однако она продолжала настойчиво теснить его в сторону, видимо, уверенная в своей безнаказанности и в том, что она главная на дороге. Многие водители в подобных ситуациях ограничиваются нецензурной лексикой и агрессивными жестами. Но этот мотоциклист выбрал другую стратегию. Он сохранил спокойствие, зафиксировал факт нарушения на нашлемную камеру и сразу же обратился к полицейскому, которого встретил на той же дороге буквально через минуту. Байкер сразу же остановился и показал офицеру запись с видеорегистратора, на которой было четко зафиксировано нарушение. Служитель закона без промедления отправился в погоню за нарушительницей. Через пару минут ее остановили, и за опасный маневр ей выписали штраф в $300. Достаточно неприятная инъекция от наглости. Опубликованная запись быстро стала популярной в социальных сетях, собрав тысячи просмотров. И, возможно, в следующий раз, когда кто-то захочет совершить опасный маневр на дороге, он задумается, а вдруг его снимают? Закон Мерфи. Обычный день пожилого таксиста из Пенсильвании мог бы закончиться трагедией, но судьба, вопреки всем ожиданиям, разыграла сцену из комедийного блокбастера. Начинается все очень напряженно. Когда на заднем сидении легкого такси объявился пассажир в белой маске с пистолетом в руках, водитель сразу понял — это ограбление. Дрожащими руками он достал из кармана все свои $11 и протянул их грабителю. Преступник негодовал. Он явно рассчитывал на более крупную добычу, но на этом его разочарования не закончились. Позади такси будто специально остановился полицейский патруль. Офицеры мгновенно оценили ситуацию. Приоткрытая дверь, испуганное лицо водителя, странный пассажир в маске. Что чувствовал грабитель, когда его резко прижали к капоту и защелкнули наручники, можно только догадываться. Самое забавное, что свои деньги таксист в итоге сохранил. Как сообщили СМИ, задержанный уже нарушал законы, но теперь ему предстоит познакомиться с куда более серьезной статьей. Этот абсурдный случай показывает, преступность не только ломает жизнь решившим пойти против закона, она также бывает еще и удивительно нелепа. Тише едешь, дальше будешь. На оживленном шоссе, ведущем в порт Эверглейдс, разыгралась поучительная сцена, достойная учебника по дорожному этикету. Несколько грузовиков, соблюдая скоростной режим, слегка замедлили поток движения. Обычная ситуация для подъезда к крупному порту. Но для водителя черного автомобиля эти несколько минут ожидания показались непозволительной жертвой. Он резко вывернул вправо, съехав на широкую, казалось бы, удобную обочину, но в итоге надолго застрял в низине. Без помощи ему теперь вряд ли удастся выбраться из этой глупой ситуации. Нельзя забывать, что такие неприятности могут случиться с любым. И далеко не всегда это происходит по нашей вине. Вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше. Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Размер важен. Этот инцидент произошел на парковке супермаркета, где один из посетителей решил, что магазинная тележка станет отличным бонусом к его покупкам. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина спокойно принялся за работу и погрузил в багажник своего автомобиля тележку для покупок. Вот здесь и начались проблемы. Тележка, которая казалась такой компактной на первый взгляд, оказалась гораздо больше, чем он предполагал. Когда мужчина попытался захлопнуть багажник, металлические колеса уперлись прямо в заднее стекло. Раздался оглушительный хруст, и через секунду асфальт парковки покрылся тысячами сверкающих осколков. Ошеломленный вор замер на месте, не веря своим глазам. Его авантюра мгновенно превратилась в дорогостоящую ошибку. Быстро оглядевшись, он вытащил тележку из багажника и бросил ее рядом с осколками. Единственными следами на месте комичного преступления. За секунду до. Карма настигла его всего за минуту. Этот самоуверенный мужчина решил произвести впечатление на камеру. Сначала он небрежно бросал пачки денег в сторону оператора, а затем, словно этого было недостаточно, достал пистолет и начал им размахивать.
Однако жизнь решила преподать ему урок хороших манер. Едва он успел отойти, как вокруг него появились полицейские с оружием наготове. Оказалось, что его выходки случайно заметил проезжавший мимо патруль. Тот, кто минуту назад позировал с оружием и деньгами, теперь тихо стоял закованный в наручники. Деньги, которые он так небрежно разбрасывал, стали вещественными доказательствами, а пистолет — основанием для серьезного обвинения. Особенно иронично было видеть, как быстро изменилась ситуация. Жизнь преподала ему наглядный урок. Непоказное поведение перед камерой определяет твою личность, а способность нести ответственность за свои поступки, особенно когда вокруг полно вооруженной полиции. Шутка не удалась. Все началось с безобидной шутки. Девушка решила разыграть своего светловолосого приятеля. С улыбкой она занесла яйцо над его головой, предвкушая, как желток потечет по его волосам. Однако судьба приготовила ей сюрприз. Как и задумывалось, яйцо разбилось о голову парня, но большая часть желтка неожиданным фонтаном выплеснулась прямо в лицо шутницы. Парень лишь недоуменно моргнул, в то время как девушка оказалась вся измазанной сырым омлетом. На ровном месте. Этот план казался настолько простым, что на первый взгляд ничто не могло пойти не так. Мужчина в красной кепке вошел ночью в магазин, нервно огляделся по сторонам и направился прямо к пивному отделу. Недолго думая, он схватил 2 упаковки с пивными банками и устремился к выходу. В самый ответственный момент, когда до свободы оставался всего шаг, его ноги предательски подвели. На ровном месте он поскользнулся и свалился на пол, растянувшись прямо перед дверями. Банки выпали и покатились по полу, а красная кепка съехала на глаза. И ничего не оставалось, как быстро убежать, захватив всего лишь несколько баночек украденного пива. Ничего не предвещало беды. Посреди дня в спокойном американском районе владелец черного спорткара решил продемонстрировать мощность своего автомобиля и устроил показательное выступление с печальным финалом. С характерным ревом двигателя его машина резко сорвалась с парковочного места, но вместо эффектного старта получился дорогостоящий конфуз. Вместо впечатляющего ускорения водитель почти мгновенно потерял контроль над машиной. Спорткар совершил резкий неожиданный маневр, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль на другой стороне дороги. Удар оказался настолько сильным, что оставил на соседней машине и спорткаре значительные повреждения. Водитель спорткара получил штраф за нарушение правил дорожного движения. Владельцу поврежденного автомобиля пришлось обращаться в страховую компанию для возмещения ущерба. Ступеньки победили. На пасмурной улице жилого района появляется фигура мужчины. Его движения размеренные и спокойные, кажется, что он просто прогуливается, увлеченно беседуя по телефону. Методично осматривая крылечко, он наконец замечает свою цель. Аккуратную картонную коробку, оставленную у входной двери одного из домов. Убедившись в отсутствии свидетелей, он совершает быстрый шаг вперед, ловкий наклон. И вот посылка уже надежно спрятана под его просторной кофтой. На первый взгляд, кажется, уже ничто не сумеет его остановить. Но первая же ступенька оказывается скользкой. Нога внезапно съезжает в бок, тело теряет равновесие и падает. Желанная картонная коробка вылетает из-под кофты на землю. Мужчина переворачивается на бок. Несколько неуверенных попыток подняться ничем не заканчиваются. Сжав зубы, он все же приподнимается, но через несколько шагов стало ясно, что до ближайшего переулка он доползет разве что к утру. Пойман значит вор. Тихий день в салоне связи на окраине Хьюстона начинался как обычно. Продавцы готовились к обеденному наплыву клиентов, несколько посетителей выбирали новые телефоны, у кассы молодая мама оплачивала счет. Ничто не предвещало, что через несколько минут здесь разыграется история, которая попадет в сводки новостей и станет очередным наглядным примером мгновенной кармы. Неожиданно в дверь вошел мужчина среднего роста в серой толстовке с капюшоном. Его голос дрожал, а глаза бегали по помещению. Сразу же он подошел к кассе и произнес фразу, изменившую ход событий. «Все деньги, но в пакет. Быстро». В салоне в этот момент находились 3 женщины. Их реакция могла бы стать материалом для учебника по поведению в чрезвычайных ситуациях. Вместо паники трезвая оценка обстановки. Вместо истерики — слаженные действия. Решающий момент наступил, когда последняя из женщин оказалась у выхода. Автоматический замок сработал безупречно, издав тот самый щелчок, который разделил ситуацию на «до» и «после». Что происходило внутри магазина следующие 10 минут, можно было наблюдать через стеклянную дверь. Грабитель сначала замер в ошеломлении, затем начал бешено дергать ручку. Когда это не помогло, он перешел к более агрессивным методам. Плечом, ногой. Даже пытался разбить стекло стулом, но железные решетки на дверях и окнах выдержали все. Самый показательный момент наступил, когда преступник, осознав безвыходность положения, опустился на колени и начал умолять людей снаружи помочь ему открыть дверь. Прибывшие офицеры застали следующую картину. Грабитель сидел на полу с поднятыми руками и выражением полного отчаяния на лице.
Процедура задержания прошла без инцидентов, да, слишком уж сломленным выглядел преступник. Эта история получила широкий резонанс не только потому, что попала на видео. Абсурдности этой истории также добавляет и то, что этот же самый грабитель недели ранее уже обчистил их магазин, унеся с собой $2000 и несколько дорогих смартфонов. Мгновенный ответ. Мужчина средних лет переходит дорогу по зебре, когда перед ним аккуратно останавливается автомобиль, соблюдая правила. Казалось бы, обычная ситуация, но внезапно пешеход начинает осыпать водителя оскорблениями. Настоящая буря эмоций посреди проезжей части длилась не дольше нескольких секунд. Размахивая руками, скандалист совершенно забыл смотреть по сторонам, и его лоб со всей силы встречается с стальным столбом светофора. Ярость мгновенно сменяется злостью, затем еще большей яростью. Водитель в машине, ставший невольным свидетелем этой сцены, убедится в работе кармы воочию. Иногда она работает не только безотказно, но еще и очень быстро. От судьбы не уйдешь. В тихом городке Безл, штат Вашингтон, курьер оставил у дверей дома 3 посылки, одна из которых содержала дорогие лекарства. Вскоре после доставки к дому подъехала подозрительная машина, из которой вышла молодая женщина. Она сразу же бросилась к оставленным коробкам. Однако в тот момент, когда она уже схватила первую посылку, произошло непредвиденное. Женщина сломала ногу, упав на землю, не заметив перед собой никакой преграды. Она продолжала сжимать в руках украденную коробку. Ее сообщник, который остался в машине, сначала не понял, что произошло. Увидев, что его напарница лежит на земле и корчится от боли, он выскочил из автомобиля. Пока женщина каталась по асфальту, держась за ногу, ее подельник растерянно метался между ней и оставшимися посылками. В итоге он загрузил в машину все коробки, кое-как втиснул туда же травмированную сообщницу и поспешно скрылся. Позже хозяин дома опубликовал запись с камер наблюдения, сопроводив ее ироничным комментарием: «Я люблю карму, она с ними правильно расправилась». Гольф-тур по Флориде. Солнечная Флорида в очередной раз стала местом действия абсурдного, но поучительного дорожного инцидента. Выпивший местный житель явно переоценил свои способности управлять гольф-каром, хотя окружающие в один голос уговаривали его не садиться за руль, наблюдая, как с каким трудом он переставлял свои ноги. Начал он действительно уверенно, но проехав первые 5 футов, гольф-кар резко дернулся в сторону, а наш герой, не справившись с управлением, грациозно вывалился на асфальт. Конечно, иногда нужно просто вовремя остановиться, и кажется, все кончилось не так уж и плохо. Быстрая расплата. Очередной поход за покупками в супермаркете Walmart превратился в настоящее шоу, когда разъяренный клиент решил выяснить отношения с сотрудником магазина необычным способом. Вместо словесной перепалки мужчина с разгона попытался протаранить работника тележкой для покупок, но сотрудник Walmart оказался не из робкого десятка. Увернувшись от первого удара, он ловко схватил агрессора за руку, когда тот пытался развернуться для нового заезда. То, что произошло дальше, заставило замереть всех свидетелей. Один точный удар, и разъяренный покупатель рухнул на пол, словно мешок с картошкой. Это было опасно. Молодой велосипедист решил продемонстрировать свое мастерство. Встав на заднее колесо, он лихо горцевал по дороге и совсем не заметил, как тонкая грань между трюком и безрассудством начала размываться. Увлекшись, он выкатился на встречную полосу, где продолжил балансировать на одном колесе перед проезжающими машинами. Несколько раз ему чудом удавалось избежать столкновения. Наверное, именно поэтому слишком поздно обратил внимание на приближающийся автомобиль. В следующий раз, надеемся, он будет пользоваться велосипедом по назначению. Вип-зона. Концертная атмосфера закипала от энергии огромной толпы, когда один из зрителей на волне адреналина решил перелезть через ограждение VIP-сектора прямо на глазах охранника. Но то, что он принял за брешь в безопасности, дало почти мгновенный и очень показательный ответ. Охранник у барьера даже не шелохнулся, пока нарушитель не оказался в полуметре от него. Затем резкий хлопок по лицу, и самоуверенный парень уже пошатывался назад, хватаясь за покрасневшую щеку. Звук удара прокатился по рядам, заставив всех замереть. Толпа вокруг взорвалась смехом и возгласами. Десятки телефонов взлетели вверх, чтобы запечатлеть позорное отступление смельчака. Охранник же, не удостоив нарушителя даже взглядом, вернулся к своей работе, изредка потирая ладонь. Единственный признак того, что инцидент вообще имел место. А видео с его профессиональной реакцией уже разлеталось по соцсетям. Спасибо за просмотр. Карма настигла его всего за минуту.